То же самое с Путиным. Я сказал, у вас будут большие неприятности, если вы пойдете на Украину. Нет, нет, вы этого не сделаете. Я сказал, сделаю. Здравствуйте. Как только я не упоминаю Трампа, сразу сыпется масса комментариев. Да он же пророссийский, да он же агент Путина, да он же агент Кремля, да он же негодяй, и все самые, скажем так, плохие слова в его адрес. Я хочу сегодня раз и навсегда с этим разобраться, но, конечно, это касается только людей, которые способны думать. Те, которые думать не способны, или я их называю люди-боты, это не для вас. О чем пойдет речь? Трамп дал пару месяцев назад очень классное интервью Такеру Карлсону. Это интервью перевели на русский язык, есть хороший канал, который занимается такими переводами. Я буду сегодня комментировать самые важные вставки, которые непосредственно касаются Украины и все, что вокруг Украины. И это очень важно знать каждому, независимо от того, нравится вам Трамп, не нравится вам Трамп. Ссылку на полную версию этого интервью я оставлю в описании. Если хотите, переходите, смотрите. А сейчас давайте начинать. И я держал это под таким жестким контролем. Я поговорил с их лидером Абдулом. Я сказал: Абдул, если вы что-нибудь сделаете, по вам нанесут действительно сильный удар. Он сказал: почему вы прислали мне фотографию моего дома? Я сказал: догадайся сам, Абдул. Но за 18 месяцев у нас не было ни одной смерти. Он знал ни одной смерти, и после этого видеть, как мы уходим, как будто мы сдаемся. Сначала выводим войска, оставляем оборудование на 85 миллиардов, оставляем Баграм. Я собирался сохранить Баграм. Оттуда всего час до того места, где Китай делает свое ядерное оружие. Это одна из самых больших авиабаз в мире с полосами длиной в 3 километра. Я собирался сохранить ее из-за Китая, не из-за Афганистана. Верно. И они все бросили под покровом ночи, они оставили свет включенным. Знаешь, они оставили собак. Они оставили собак? Они оставили собак. Знаешь, любители собак, я люблю собак, ты любишь собак. Люди спрашивали меня в первую очередь, что они сделали с собаками. Это в основном немецкие овчарки. Они их оставили. То, как они ушли, это ужасно. Хорошо. Все знают. Это был их план, я тут ни при чем, я тоже собирался уходить, но мы бы ушли с силой и достоинством. И что случилось? Они ушли, и на днях я слышу: да, это вина Трампа. О, правильно, это Трамп. Меня там не было, я бы ушел быстрее, мы сохранили бы все оборудование, мы забрали бы американских граждан, мы оставили заложников, бросили американцев, больше людей, чем вы думаете. И 13 солдат было убито. И никто не упоминает факт, что многие были так сильно искалечены. Без рук, без ног, их лица были изуродованы. Вот как этот парень ушел. Мы бы ушли с силой и достоинством. И мы собирались это сделать, но я сказал: я хочу каждый гвоздь, я хочу каждый шуруп. Я хочу палатки. Они сказали: ну, сэр, палатки очень сложно забрать. Я сказал: я хочу палатки. Я хочу танки, я хочу самолеты, я хочу все. И некоторые возразили мне. Милли, например: сэр, я думаю, дешевле оставить оборудование. Я сказал: позволь спросить, наш самолет стоит $100 миллионов. Все, что ему нужно, это бак горючего. Так, дай немного горючего. Он улетит в Пакистан или в другое место, или прямо домой. Ты думаешь, дешевле оставить самолет? Сэр, я думаю, в целом это дешевле. Мы имеем дело с идиотами. Сейчас Трамп упомянул Милли, этот самый Милли, с которым постоянно общается и координируется наш генерал Залужный. Я не хочу ничего говорить. У Залужного нет выбора, он работает, взаимодействует с теми людьми, которые сейчас, скажем так, на должностях, на позициях в США. Но вы должны прекрасно понимать, что происходит на самом деле. И сейчас Абдул там, я уверен, я ему нравлюсь, он звал меня «Ваше превосходительство». Не знаю, зовет ли он так Байдена. Сейчас они одни из самых крупных торговцев оружием. Они продают оборудование на 85 миллиардов, потому что им нужно всего 5%. Конечно. Они продают снаряжение, они крупнейшие торговцы оружием, новейшие вертолеты, новейшие самолеты, новейшие танки. Трудно поверить, что мы оставили. Мы убежали. И для этого не было причины. Я мог бы оставаться там еще 5 лет. Если бы захотел. Я хотел уйти, 21 года хватило, нас там вообще не должно было быть. Но когда я увидел уровень тупости, и из-за этого, это одна большая сеть, из-за этого Путин, который никогда бы не пошел
на Украину. Я говорил с ним об этом, он никогда бы этого не сделал. Когда он увидел, что меня там не было, и увидел этих дураков, этих глупых людей, и подумайте, они так ушли из Афганистана и никого не уволили. Я часто увольнял людей, если они плохо работали. Позвольте спросить, когда вы разговаривали с Путиным об Украине, что вы ему сказали? Было видно, что он любит ее. И я сказал, он любит Украину. Он считает ее частью России. Да, я сказал, не в мое президентство. У нас были хорошие отношения. Он был... Послушай, я был самой большой проблемой в его жизни. Я закрыл его газопровод. Ты не слышал слово «Северный поток-2» до меня. «Северный поток-2» был их газопроводом. И я отлично ладил с ним, но было очень тяжело из-за фальшивого расследования заговора. И он сказал мне, нам очень сложно иметь дело друг с другом. Я сказал, очень сложно. Потому что у нас проводят фальшивое расследование, оно продолжалось 2 года. И мы могли бы хорошо ладить с Россией, у них есть минералы, которые нам нужны. И им нужны деньги и другие вещи. Но в это вмешались. Это было ужасно, на самом деле это измена. Этих людей следовало арестовать, они все выдумали. Они придумали проблему с Россией, которой не было. Сейчас все они признали это и просто придумали следующую проблему. Но самое важное здесь не это. Знаете, что здесь самое важное? Трамп рассказал всю историю, как на самом деле позорно США ушли с Афганистана. И это было главным сигналом для Путина. Путин увидел на самом деле слабость Байдена, слабость США в данный момент. И просто-напросто воспользовался тем шансом, который он многие-многие годы ждал. Он прочувствовал это. И мы все видим, какой катастрофой для нашей страны это обернулось. И есть фильм, я вам рекомендовал уже переводчик тоже про всю эту ситуацию. Вот что происходит на самом деле. Я часто говорю, на днях один из твоих коллег-журналистов спросил меня, «Сэр, кто самая большая проблема, Китай? Может быть, Россия или Северная Корея?» «Нет», — сказал я, — «самая большая проблема здесь — это больные радикалы внутри. С умом мы можем справиться с Китаем, Россией. У меня получилось. Я принес миллиарды и сотни миллиардов долларов из Китая, в отличие от других президентов, и они уважали меня. Здесь то же самое. Знаешь, я сказал им, вам нельзя идти на Тайвань. Вы не можете. Я не скажу тебе, что именно я сказал, но, пожалуй, многим бы не понравились мои слова. Я был очень строг. Не трогайте Тайвань. Иначе у вас будут проблемы. Во всем остальном мы будем сотрудничать, у нас будут хорошие отношения. И когда я предупредил его, он сказал, «Нет, нет, вы не посмеете». Я сказал, «Я сделаю это, клянусь». И он поверил мне, но только на 10%. То же самое с Путиным. Я сказал, у вас будут большие неприятности, если вы пойдете на Украину. «Нет, нет, вы этого не сделаете», я сказал, «Сделаю». И он тоже поверил мне только на 10%. И вы никогда не слышали разговоров о вторжении на Украину, разговоров о вторжении на Тайвань, пока я был президентом. Вот вам первый источник, вы прекрасно слышали, как разговаривал Трамп с Путиным и как все произошло потом. Только не надо говорить, так а что он сказал, не мое президентство, а дальше как бы можно. Я для таких людей, именно таких людей я считаю людьми-ботами, хочу напомнить, что каждый президент, независимо от того, нравится он вам, нравится или не нравится он мне, каждый президент любой страны в этом мире озабочен только своей страной, только своим государством и только интересами своего государства. Если вы хотите, чтобы Трамп сторожил Украину, или Трамп приехал, коррупцию развалил в Украине, или Байден, или кто бы то ни было, у вас большие проблемы. Потому что для этих задач вы выбираете президента у себя в стране, а мы выбирали всегда президента у себя в Украине. Кого выбрали, к сожалению, маем это, что маем. Но эти вещи вы обязаны понимать. Но если первоисточник и слова «прямая речь» самого Трампа уже не показатель для тех, кто считает его агентом России, или что он придет и будет помогать Путину, тогда я уже, честно говоря, умываю руки, не знаю, кто вам тогда помощник. Четко и понятно сказано, какой был разговор с Путиным и в случае с Тайванем с Си Цзиньпинем. Я убежден, что речь шла о невероятных экономических санкциях, это во-первых, а во-вторых о том, что будет война, самая настоящая война. Потому что Трамп прекрасно понимает, что одними санкциями, что мы видим сейчас в принципе по Путину, ввели кучу санкций.
И это не работает. Без военной составляющей ничего работать не будет. Также он мог пригрозить взять в НАТО и миллион других разных вещей. Знаете, это хороший урок для кого? Для тех людей, а их большинство, которые потребляют информацию исключительно из украинских СМИ. И если бы они еще потрудились зайти, я постоянно это рассказываю, потрудились зайти в саму новость и почитать. Нет, эти люди живут заголовками. А заголовки пишутся негодяями за деньги других негодяев. Леваков, Сороса. И потом у вас здесь уже, когда вы какой сайт не откроете, Трамп плохой, Трамп русский агент, Трамп друг Путина, Трамп с Путиным разрушит Украину. Вы хотите, даже если вы или не хотите, даже если вы умный, у вас складывается в голове, откладывается так мозг наш устроен. Не та картинка, не объективная. Поэтому, когда хотите разобраться, пользуйтесь первоисточником. Если вам лень или еще что-то, подпишитесь прямо сейчас на мой канал, поставьте лайк, колокольчик, и вы тогда ничего не пропустите и будете понимать, как на самом деле обстоят дела. Теперь, какой бардак творится в мире? Какой бардак? Вы говорили в то время, будучи президентом, что война с Россией, будь то горячая или холодная война, подтолкнет Россию к союзу с Китаем. Говорил, мы перестали бы быть самой сильной нацией. Говорил. Но есть проблема посерьезнее. Это проблема вооружения. Современное оружие такое мощное. Это не Вторая мировая, где танки ездили, стреляя друг в друга. Это оружие, подобного которому мир прежде не видел. Оно есть у них и у нас. У Китая его меньше, но через 5 лет Китай поравняется с нами. Я говорю о ядерном. У Китая есть задатки большой, очень мощной ядерной программы. Они отстают на 5 лет, они начали намного позже. Россия и мы сопоставимы. Огромная сила, огромная. И это одно из того, чем люди осознают. Больше, чем осознают, да, больше. Они не понимают этой силы. Если посмотреть на Хиросиму или Хиросиму, как еще говорят, если посмотреть на Нагасаки, рассмотреть эти два события, произошедшие много-много лет назад, я умножаю эту мощность на 500. Вот о чем речь. Там даже расплавило гранит. Знаешь, гранит просто так не расплавить. Да. Но гранит там, где он был, стал как вода, которая, знаешь, застыла, словно лед на катке. Расплавила гранит. Если посмотреть на это и умножить раз в 500, вот о чем речь. Я объясню вам, что сейчас имеет в виду Трамп. В военной доктрине России прописано, что в случае нападения на их территорию они незамедлительно применяют ядерное оружие. Сейчас они считают Крым своей территорией, хотя это, естественно, не так. И те умники, которые каждый день, с каждого утюга, из-за своей дурацкой информационной политики, постоянно говорят, что 91 год, границы 91 года, мы пойдем военным путем заберем Крым. Я уже сказал, во-первых, я не в окопе, не имею морального права кого-то там ценой чьей-то жизни идти и забирать что-то там. И вообще в моей философии жизни, в моей понимании Украины, территория не играет, ну как, территория играет роль, но без Крыма и без Донбасса мы прожили уже сколько лет. И бедлам как творился в Украине, так и творится даже во время войны. И если присоединить эти территории, глобально ничего не изменится, как уже показал Зеленский и его власть. Но это тема отдельного видео. Я вам хочу сказать, что никогда ядерная держава и такой, как Путин, человек, если его можно, конечно, так назвать, это нелюдь, он не будет сидеть и смотреть, пока у него будет откусывать то, что он считает своим, и то, на чем он вообще-то еще удержался на посту президента в преддверии выборов в России президентских в 2024 году, так же, как в США, напоминаю. Нужно просто перестать врать, перестать ставить нереальные задачи, а начать жить реальностью здесь. И Украина большая страна, и во главу угла нужно, как в Израиле, я все время вам буду это повторять, ставить мозги человека. Ресурс – это мозги человека, а не ископаемые или территории какие-то. Вот что я вам пытаюсь донести. И вопрос, для кого и для чего эти территории нужны. Для того, чтобы получить дотации Запада и их распилить? Ну, скорее всего, так. Но в этой ситуации, которая сложилась сейчас, и вы дальше сейчас это будете смотреть, поймете, нужно оставаться прагматичным. Это единственный путь для того, чтобы правильно все сделать. И президент Обама не переступал красную черту, и из-за этого Россия захватила Сирию, и это все большая проблема, так? Ты знаешь, да, если бы Обама сделал то, о чем он говорил, потому что они убивали детей газом, газовыми бомбами.
сотнями, тысячами в Сирии, и он сказал, если это повторится, и это повторилось несколько раз, и он все же не переступил черту, но не я. И я выпустил 57 ракет. Почти каждая попала в военную зону, где было много самолетов, много уничтожили. Там еще были российские солдаты, кстати. Знаешь, говорят, я был так добр к России, заблокировал трубопровод. К сожалению, я убил много русских солдат из тех 500 человек, потому что они делали то, чего не должны были. Никто не пишет об этом, и я и не хочу, я этим не горжусь, но мы сделали это, как ты знаешь. А сейчас вы сами слышали, что Трамп уже убивал русских солдат. И ему ничего не мешает это делать в будущем, если того будет требовать ситуация. Кто взорвал Северный поток? Я не хочу, чтобы у нашей страны были проблемы, так что я не отвечу. Но я могу сказать тебе, что это была не Россия. Когда они обвинили Россию, они сказали, Россия взорвала свой собственный газопровод. Тебе тоже понравилась эта шутка. Это была не Россия. Так что я не отвечу на этот вопрос, потому что не хочу, чтобы наша страна еще глубже увязла. Но с этого все начинается, знаешь? У нас есть невероятное оборудование, я полностью перестроил армию. У нас есть вещи, мы можем делать что угодно. С нашим снаряжением мы можем все, но я отказываюсь говорить об этом, потому что я не хочу очернять нашу страну. Но во многих смыслах этот подрыв не обернется ничем хорошим, потому что он создает много проблем для Европы в плане цены на энергию. О, да, но они не должны были. И я остановил этот газопровод «Северный поток-2», полностью остановил. Когда пришел Байден, он его одобрил, и они немедленно начали завершать его. Я уведомил его, я сказал, для Германии и Европы получать энергию из России. Тогда я послал Ангеле Меркель флаг, я послал ей белый флаг. Она спросила, зачем вы это сделали? Я сказал, вы боретесь с Россией много лет. Если вам нужно бороться с Россией, и она контролирует энергию, то можете просто поднять белый флаг. Вот что я сделал. А вот это хорошая иллюстрация того, кем на самом деле являются лидеры главных европейских стран. Тогда была Меркель, сейчас Шольц, и во Франции Макрон. Эти все люди – это не та сила, которая может по-настоящему противостоять Путину, во-первых. Они предпочитают с ним торговать, договариваться, и на самом верху существует просто громаднейшая коррупция. И я вам хочу сказать, в преддверии там саммита в Вильнюсе и этих разговоров про ЕС, и из-за действий Зеленского, и из-за слабости Европы, из-за действий Зеленского, имею в виду из-за коррупции, из-за ужаса и мрака, который творит госаппарат даже в военное время, там все прекрасно в курсе. Тем более ни Шольц, ни Макрон не захотят иметь с нами дело в длинную. Они предпочитают закончиться война и дальше торговать с Путиным. Для меня это очевидно. Опять же, нужно знать, как вести себя с Китаем, как вести себя с Россией. Россия не собиралась идти на Украину при мне. Китай не собирался идти на Тайвань при мне. Сейчас мы видим повсюду китайские корабли и самолеты, бомбардировщики. Этого не было при мне. Китай знал, что не может этого делать. Россия также знала, что не может этого делать. Они бы никогда этого не сделали. Это самый опасный период из-за вооружения, ядерного вооружения. Самый опасный период в истории нашей страны и в истории всего мира. Прямо сейчас. И вот, подытоживая, самое главное, что мы должны все понять, я повторяю, нужно быть очень прагматичным в этой ситуации и смотреть на все как бы через призму всего мира и всего происходящего на планете сейчас. Мы сейчас в той ситуации, Украина, в позиции, к сожалению, слабого. Страна, благодаря армии и народу, сделала просто невозможное. Я подчеркиваю, не благодаря чиновникам и не благодаря Зеленскому. Залужный даже его Ермака не поставил известность в планах защиты Киева. И сейчас, слава богу, войну ведет не Зеленский, войну ведет Залужный. Понятно, там военно-политическое руководство не может говорить порознь, тот заявляет одно, тот другое. Есть определенные задачи, концепция, и все будут говорить в публичном пространстве одно. Но я все-таки, я имею на это право как частное лицо, как гражданин Украины, я за прагматизм, за реальную постановку целей и задач, самое главное, потому что для меня жизнь человека превыше всего, и жизнь украинцев превыше всего. И надо понимать, одно дело, если бы получился у Пригожина то, что он задумал, он сверх там Путина, и мы пошли в атаку, и, если можно так сказать, конечно, малой кровью вернули Крым и Донбасс, тогда это совсем другой разговор.
Но ценой десятков тысяч жизней наших людей под риском ядерного удара, это то, что имел в виду Трамп, я лично не за такое. И когда ты в позиции слабого, когда ты существуешь, как Украина, мы существуем благодаря экономической помощи Америки, и оружие у нас есть только благодаря им, и только благодаря Америке мы можем вести эти боевые действия, дальше сопротивляться и даже наступать, в этой ситуации нужно все равно быть готовым к компромиссу. Я убежден, они сейчас накачивают общество границами 91 года, для того, чтобы потом перед западными партнерами сказать: ты понимаешь, я не могу на другое согласиться, иначе меня не поймут люди, люди взбунтуются против меня, и тогда будет хаос, и этим воспользуется Путин. И тогда зачем были все эти жертвы, зачем было столько оружия, финансовой помощи, если мы проиграем? Вот для чего это делается на самом деле. А по-хорошему нужно было совершенно другие месседжи, и я бы на его месте давал людям совершенно другие, реальные месседжи. Месседж основной в том, что для Зеленского приоритет номер один – это сохранить максимум территории Украины, победить в войне, потому что потерять какие-то территории – это еще не есть поражение. Главное – это людей как можно больше сохранить и сделать так, чтобы после войны как можно больше людей вернулось. Вот это цель номер один. Для этого не надо обманывать. Но доведу мысль до конца. Он, как и все, естественно, не хочет потерять свой политический рейтинг, потому что все они живут только политическим рейтингом. Потому что если он это сделает, то вылезет Петро, начнет кричать: подивіться, люди, здає країну, предатель, агент Кремля и все остальное. И, конечно же, это обнулит его рейтинги. А он этого страшно боится. Он хочет аплодисментов. Я не знаю, просто уже накачали так народ, что, конечно, скорее всего, то, о чем я говорю, он не сделает сейчас. Но придет время, и придется идти на компромисс. И, насколько я знаю, администрация Байдена даже уже его подталкивает к тому, что давай как-то в публичном пространстве начинай правду людям говорить. И будь готов к компромиссу. И эта война будет заканчиваться все-таки за столом переговоров. То, что за этот стол нужно сесть с сильными позициями, безусловно. Именно для этого сейчас Украина и пошла в наступление, дай бог, у нас получится максимум возможного. Вот такие дела, друзья. Поэтому думайте, анализируйте. Вы не обязаны мне верить на слово, на 100% проникнуться моей точкой зрения. Просто это вам информация для размышлений, потому что телемарафон и большинство украинских СМИ вас накормят, не буду говорить чем. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и колокольчик. Пока.